цикл раны. Оригинальная карма или первоначальная рана. Как было сказано в начале, карма – это цепочка событий, представляющих собой причину и следствие, которая обладает выраженной тенденцией периодически проигрываться вновь. Нельзя что-то испытать, не существуя при этом в причине данного опыта, переживания. В настоящее время для любого текущего опыта имеется карма, приводящая к разворачиванию такого опыта, переживания в реалиях жизни. Важный момент, скорее всего, неосознаваемый до конца многими людьми, заключается в том, что мы – это соединение всех наших предков, живших, воплощавшихся на Земле, и мы также несем на себе всю их карму. Кармические переживания – это эмоциональные реакции, отклики, присутствующие у человека от предшествующей наследственной травмы между предками. Вот почему очистка первоначальной раны является настолько энергоемкой. Такой процесс приводит к первопричине того, почему у нас что-то не проходит, что-то не работает в настоящее время. Наши предки совершали все, что мы только в состоянии себе вообразить, и в нашей ДНК мы храним записи всех действий, предпринятых нашими предками. Мы также несем в себе их несбывшиеся грезы и желания. И добираясь до первоначальной кармы, и прощая всех участвующих в ее создании, мы получаем возможность освободить себя от существования, которое по большей части зависит от прошлого, держится на древних событиях, которые нам уже не служат. При этом мы также позволяем нашим предкам учиться, исходя из нашего опыта. Для чего существует карма? Карма – это уроки, которые необходимо изучить в непосредственном переживании опыта всех наших предков, в котором раскрывается возможность и способность овладеть определенными типами энергии, необходимых нам для перехода на вышестоящий уровень сознания. Очищение кармы означает очищение всех сторон и аспектов данной ситуации. Можно выразить намерение высвободить, очистить, трансформировать и завершить карму, действуя в тоне прощения, на протяжении всех картин своих предков, рассеивающих карму. Вы также можете выразить намерение управлять кундалини, чтобы сжигать шнуры привязанности между предками, возникавшие в связи с кармой. Привязки будут исчезать, а человек чувствует себя более свободным по отношению к ситуации, поскольку больше не будет ограничен в соответствии со старыми соглашениями, которые удерживались на месте кармой. Живя со своей болью, я должен простить родителей и их споры, а также простить своих предков относительно любого времени, когда они являли собой ссорящихся родителей, вызывавших дискомфорт у своих детей. В этой жизни у меня нет детей, но мои предки были матерями и отцами в миллионах жизней. И чтобы полностью очистить карму, я должен простить все жизни, где я был матерью или отцом, и яростно спорил, доводя до слез своих детей. Контролировал, манипулировал, принуждал, доводя до отчаяния, противостояния, сопротивления своих детей, до полного их отчуждения. Возможно, нам совсем не по нраву смотреть на темные грани самих себя. Однако в действительности наши предки проявили себя всевозможными способами, и события не развернулись бы в этой жизни, если бы не несли собой кармического значения, которое вызвало подобный опыт, и новое проживание его следствия. Существуют многие кармические пласты, которые необходимо очистить прежде, чем мы доберемся до первоначальной кармы. Тем не менее, каждый высвобождаемый слой позволяет реализовывать для себя большую свободу в настоящем времени, а также для наших предков, которые учатся из наших уроков. Оригинальная карма, которую предстоит очистить, имеющая отношение ко всем типам войн, а также к войне между мужским и женским началом, сама по себе является очень древней. Поэтому утверждать, что я добрался до оригинальной кармы, я не могу. Однако мое намерение заключается в том,
Чтобы это осуществить, а также излечивать боль и разделение, существующие между людьми, а также как и между внутренним мужчиной и женщиной, так же как и во всех своих отношениях.